Сильные наводнения обрушились на Центральную и Восточную Европу в середине сентября 2024 года, затронув такие страны, как Румыния, Чешская Республика, Польша, Австрия и Германия. Наводнения были вызваны медленно движущейся штормовой системой, в результате чего за 24 часа во многих регионах выпала месячная норма осадков. По данным властей по чрезвычайным ситуациям, по меньшей мере 5 человек были найдены мертвыми на востоке Румынии после беспрецедентных проливных дождей, в результате которых сотни людей оказались в затопленных районах. Спасательные службы бросились спасать людей в сильно пострадавших восточных уездах Галац и Васлуй. Тела 3 пожилых женщин и 2 мужчин были найдены в населенных пунктах Пича, Драгушени, Костакинегри и Корот, сообщил Департамент по чрезвычайным ситуациям. Штормы обрушились на 19 населенных пунктов в 8 уездах Румынии. Сильные ветры повалили десятки деревьев, которые повредили автомобили и заблокировали дороги и движение. Власти разослали жителям текстовые сообщения с предупреждениями о неблагоприятных погодных условиях, пока аварийно-спасательные службы спешили отвести паводковые воды из домов. По словам властей, 13 часов по местному времени, полночь по центральноевропейскому времени, в субботу более 250 человек были эвакуированы с помощью 700 сотрудников Министерства внутренних дел, направленных в пострадавшие населенные пункты. Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил соболезнования семьям погибших, написав в Facebook: «Мы должны продолжать укреплять нашу способность предвидеть экстремальные погодные явления». В Великобритании температура воздуха ночью опустилась ниже нуля, и в некоторых регионах достигла рекордных минус 3 градусов по Цельсию. Тем временем на Восточные Альпы обрушился масштабный снегопад. Под удар стихии попали территории Австрии и Германии. Движение в городах оказалось парализовано, на улицах образовались сугробы высотой почти полметра. Снежная каша уже спровоцировала десятки аварий на трассах. Власти призвали жителей не покидать дома, но обильные осадки повредили и электросети. Целые районы остались без электричества. В Чешской Республике уровень речных вод достиг опасного уровня в десятках районов по всей стране в субботу утром, затопив дома и дороги в нескольких городах и деревнях. Сильный дождь и сильный ветер оставили без электричества более 63 тысячи домохозяйств, сообщила чешская энергетическая компания CEZ. Центральная комиссия по наводнениям Чешской Республики заявила, что наиболее критическая ситуация сложилась в Моравско-Силезском крае, и призвала губернатора Моравско-Силезского края объявить положение опасности в соответствии с законом о кризисе. Больница во 2-м по величине городе Чехии, Брно, была вынуждена эвакуироваться, поскольку десятки граждан перебрались в более безопасное место. Упавшие деревья и наводнения также привели к закрытию дюжины железных дорог по всей стране. Чешский гидрометеорологический институт сообщил о 35 местах, где были зарегистрированы наводнения. Самый быстрый рост уровня воды наблюдается в Йизерских горах и Ясеняках. Потоки воды затрудняют транспорт. Десятки тысяч домохозяйств остаются без электричества. Из-за экстремальной погоды поезда сегодня не ходили по десяткам линий по всей стране. Некоторые из-за упавших деревьев, другие – из соображений предосторожности. Метеорологи говорят, что прогнозируется, что область низкого давления севера Италии принесет обильные осадки в большинство районов Чешской Республики, включая столицу и приграничные районы с Австрией и Германией на юге и Польшей на севере. Чешские власти возвели металлические заграждения или защитные стены из мешков с песком, одновременно спуская воду с плотин, чтобы освободить место в водохранилищах. В результате наводнения 27 лет назад погибло более 100 человек, в том числе 50 на востоке Чехии, где были затоплены большие участки земли. В Польше десятки людей были эвакуированы в качестве меры предосторожности из 2 деревень недалеко от города Ныса в бассейне реки Ныса после того, как метеорологи предупредили о беспрецедентных осадках, а уровень воды в некоторых реках в этом районе резко поднялся. Река Бяла-Глухоласка в Польше, уровень которой ночью превысил тревожный уровень более чем на 2 метра, также рискует быть затопленной. Некоторые жители города, чьи дома расположены вблизи реки, были эвакуированы ночью. Муниципалитеты в округах Цветль, Хорн, Кремс и Тульн объявлены зонами бедствия.
Ситуация на реке Дунай также существенно ухудшается из-за ожидаемых сильных осадков в бассейне Дуная, что также заставляет работать экстренные службы Словакии и Венгрии. Сильный дождь обрушился и на Молдову, где спасатели откачивали воду из десятков домов людей в нескольких населенных пунктах, сообщили власти. Утром в Одессе, Украина, выпал почти полумесячная норма осадков 19 мм. В городе подтоплены несколько улиц, по которым остановлено движение. Ученые задокументировали самое жаркое лето на Земле, побив рекорд, установленный всего год назад. Повышение температуры атмосферы, вызванное изменением климата в результате деятельности человека, может привести к более интенсивным осадкам.